Основной причиной возникновения большинства наших стрессов и всех негативных переживаний является наличие у людей некоторого количества сверхважных для них идей. Эти сверхважные идеи называются идеализацией. Например, идеализации не может быть у монаха, который искренне верит, что все в мире происходит по воле Творца. Поэтому он спокойно реагирует на все происходящее, он не высказывает свои суждения по этому поводу. Во всяком случае, так теоретически должны вести себя монахи. А у обычного человека, живущего светской жизнью, всегда имеется некоторое количество очень важных для него идей, при нарушении которых он высказывает свои суждения по этому поводу. Обычно его суждения выражаются в форме негативных эмоций. Например, для большинства женщин является очень важным их внешний вид, как себя ведет их ребенок, верность любимого мужчины, какие отношения складываются с окружающими людьми, чего они способны достичь и так далее. Для большинства мужчин является очень важным уровень их достижений и признание их окружающими людьми, независимость, контроль над ситуацией, наличие секса и многое другое. Наша идеализация проявляет себя, когда мы нервничаем, а окружающие люди, не имеющие этой идеализации, спрашивают, почему мы нервничаем, а мы отвечаем, а как же иначе, ведь должно быть вот так, это ведь нормально. То есть мы глубоко убеждены, что все должно происходить только так, как уверены мы, и никак иначе. У разных людей могут быть совсем разные сверхважные ожидания, то есть идеализации. Например, если вы женщина, то для вас может быть очень важным, чтобы ваш ребенок хорошо учился в школе, или что муж должен обеспечивать семью, или что вы должны весить на 10 килограммов меньше. А у вашего мужа может быть очень важное для него ожидание, что жена всегда должна быть готова заниматься сексом, и что за работу ему должны платить достойные деньги, или что жена всегда должна одобрять то, что говорит и делает муж. Оба вы можете быть убеждены, что все ваши знакомые должны быть всегда только честными или отзывчивыми и так далее. То есть наборы сверхважных ожиданий у вас будут разными, и вы неосознанно будете нарушать сверхважные ожидания вашего партнера по семейной жизни и сверхважные ожидания других людей. И они будут неосознанно нарушать ваши сверхважные ожидания. В итоге у вас неминуемо будут возникать негативные переживания. Почему у нас возникают негативные переживания помимо нашей воли или желания? Мы так устроены. На данном сайте принята за основу модель управления поведением человека, согласно которой каждый человек носит в голове два самостоятельных мозга. Первый, самый древний мозг, рептильный. Он обеспечивает нашу защиту и продолжение человеческого рода. Нейрофизиологи считают, что возраст рептильного мозга 2 миллиона лет. Это наш центр обеспечения безопасности. Второй мозг называется новый мозг или неокортекс. Нейрофизиологи считают, что этот мозг появился у человека всего 40 тысяч лет назад. Левое полушарие нового мозга обеспечивает нам логическое, рациональное мышление, это наш разум. Правое полушарие головного мозга обеспечивает нам творчество, интуицию, сверхспособности, это наш центр творчества. А еще наш новый мозг хранит огромное количество готовых программ поведения на все случаи жизни, которые мы закладываем в себя в ходе нашего развития и воспитания. Именно эти программы создают отличие одного человека от другого. Что это за программы? Это наши привычки, убеждения, верования, опыт и многое другое, что мы делаем, не задумываясь, как само собой разумеющееся. Назовем это центр готовых решений или подсознание. Ученые считают, что все эти программы поведения мы храним в себе в форме узлов нейронной сети коры головного мозга. Некоторые из наших программ поведения могут быть для вас неважными. Например, вы убеждены, что, встретив знакомого человека, с ним нужно поздороваться. Это важное убеждение. Но как именно вам нужно поздороваться, для вас не важно. А некоторым своим убеждениям вы можете придавать избыточное значение. Например, вам в детстве родители говорили: «Ты должен быть лучше всех. Ты все должен делать только на отлично. Мы должны тобой гордиться». Если ребенок всерьез воспринял эти команды и приступил к их исполнению, у него возникает преувеличение, то есть идеализация своей ответственности за любой результат, то есть перфекционизм. Он все время будет бессознательно сравнивать результаты своих действий с результатами других людей, и если будет обнаруживать, что он что-то делает не лучше всех,
у него будет возникать недовольство собой. Или возьмем идеализацию своей внешности. В детстве девочка может совершенно не задумываться о том, как она должна выглядеть и сколько она должна весить. Но по мере подрастания она будет непрерывно подвергаться программированию со стороны средств массовой информации и окружающих людей, где ей будут рассказывать, как должна выглядеть правильная женщина. Когда это программирование даст свой результат, и у нее возникнет идеализация своей красоты и внешности, то есть она примерит на себя модель образцового женского тела 90-60-90 и обнаружит расхождение размеров своего тела с этой якобы идеальной нормой, и тут же выдаст негативную реакцию, обвиняя свое тело в несовершенстве. И так может продолжаться десятилетия. Иногда люди имеют в себе сложные наборы очень важных для них ожиданий. Например, когда ребенок взрослеет, он наблюдает, как складываются отношения в семье его родителей и нередко берет эти отношения как модель своей будущей семьи. У психологов это называется семейный сценарий. Причем не имеет значения, были отношения в семье родителей хорошими или отвратительными, ребенок все равно попытается воспроизвести их в своей будущей семье. А когда он столкнется с тем, что его муж или жена для мужчины имеет совсем другие ожидания по поводу того, какой должна быть их совместная семейная жизнь, у него возникнет огромное количество поводов для конфликтов. Весь этот набор очень важных ожиданий о том, что семейная жизнь должна быть и какой именно она должна быть, называется идеализация семейной жизни. Какие еще бывают идеализации, которые приводят к бесконечным конфликтам? Их много, целых 24. Одна из самых распространенных – это идеализация отношений между людьми. Она имеет место, когда вы считаете, что люди должны быть честными и никак иначе, или не должны хамить и оскорблять друг друга, или должны быть благодарными, не должны быть эгоистами и думать только о себе и так далее. То есть сами по себе эти ожидания очень даже неплохи, и вы, скорее всего, ведете себя в соответствии с ними. Но если вы придаете любому из перечисленных выше ожиданий преувеличенное значение, то при нарушении кем-то этого ожидания вы непроизвольно будете давать острую негативную реакцию, причем она всегда будет проявляться в виде негатива по отношению к человеку, нарушившему ваши ожидания. Очень популярна в нашей стране, особенно у женщин, очень важная идея о том, что вы должны быть удобны для всех, кроме себя. Такая идея называется идеализация, то есть преувеличение своего несовершенства. Как она проявляется? Вы не можете потребовать или даже попросить что-то для себя. Для других вы горы свернете. Вы считаете себя недостойной любых благ, даже если они в силу разных обстоятельств появятся у вас. Вы не можете отказать, когда вас о чем-то попросят. Вы считаете себя виноватой за все, что происходит вокруг вас и с вами. Вы всегда и во всем виноваты, поэтому вы постоянно осуждаете себя. Вы радуетесь, когда вас хвалят, и проваливаетесь в самоосуждение, когда вас ругают. Понятно, что энергетика у вас обычно ниже плинтуса, вы неуспешны в каких-то сферах жизни и вините себя в этом. Эта идеализация может захватывать все сферы вашей жизни, а может проявляться только в одной сфере. Например, мужчина может быть очень успешен в своем виде деятельности, но абсолютно пассивен и нерешителен в общении с женщинами. Здесь он будет считать себя несовершенным. Любое недовольство собой, кроме недовольства своей внешностью, является указанием на идеализацию своего несовершенства. Недовольство своим внешним видом указывает на идеализацию своей красоты и внешности. Есть противоположная несовершенству идеализация, связанная с преувеличением своих способностей, она характерна для мужчин. Называется идеализация своих способностей. Обычно обладатели этой идеализации реально талантливые люди, но они преувеличивают свои способности и на этом основании смотрят свысока на окружающих людей. Они не терпят никаких советов и рекомендаций и очень нервно реагируют, когда кто-то пытается дать им совет. Они обычно находятся в конфликте с другими сотрудниками и особенно с руководителем, относительно которого они уверены, что он занимает не свое место. Поэтому, несмотря на свои реальные достижения, они достаточно часто вынуждены менять место работы. Еще есть идеализация своей независимости. Она проявляется в том, что человек очень нервно реагирует на любые попытки контроля или авторитарного давления на него. Девушки с такой идеализацией обычно выбирают в мужья себе мужчин,
с доминантными наклонностями и потом героически борются с ними за свои права много лет. Люди с идеализацией независимости не могут работать в больших компаниях. Там они обычно находят себе угнетателя из числа руководителей и вступают с ним в конфликт, в результате чего они вынуждены увольняться с работы. Их удел быть фрилансером или собственником бизнеса, здесь их никто не будет угнетать. У людей с высшим техническим или финансовым образованием часто встречается идеализация разумности поведения людей. Человек с такой идеализацией жестко уверен, что люди разумные существа, то есть с ними можно договориться, и они выполнят свои обещания или договоренности. Когда оказывается, что люди не выполнили свои обещания или сделали совсем не то, о чем с ними договаривались, человек с идеализацией разумности сильно нервничает. В итоге выясняется, что его не так поняли, или думали, что он говорил о чем-то другом, или дают еще какое-то безумное с его точки зрения объяснение своим поступкам. Чем больше он нервничает по поводу непредсказуемости поведения окружающих его людей, тем более странно они себя ведут. Еще популярна идеализация цели. Она проявляется в очень негативной реакции на ситуацию, когда поставленная вами цель по каким-то причинам не реализуется. Часто идеализация цели проявляется в неприятии нынешней жизни в ожидании какой-то другой, более счастливой жизни, которая наступит после достижения цели. Мы идеализируем свою цель, когда говорим «вот получу высшее образование, тогда жизнь начнется», или «вот выйду замуж, тогда жизнь начнется», или «вот рожу ребенка, тогда жизнь начнется», или «вот получу квартиру, тогда жизнь начнется», и так далее. То есть сейчас без высшего образования, без мужа или ребенка у вас жизни нет. Так, мусор какой-то. А вот когда это появится, то все сразу изменится. Скорее всего, не изменится. Вы придаете избыточное значение этому результату, идеализируете его. И результат будет, но скорее всего не таким, как вы надеетесь. То есть диплом будет, но в результате вам нужно будет с утра до вечера сидеть на работе, и вы с тоской будете вспоминать то время, когда вы учились и у вас была масса свободного времени, а вы не радовались имеющейся возможности заниматься тем, чем хотели. Или замуж выйдете, но неудачно, и будете с тоской вспоминать то время, когда вы были свободны. Или квартиру вы получите, но рядом окажутся плохие соседи, и никакой радости от нового жилья вы не получите, и так далее. Идеализаций много, они могут быть в любой сфере вашей жизни. Есть идеализация денег, идеализация секса, идеализация общественного мнения, идеализация контроля и так далее. 17 наиболее распространенных идеализаций подробно описаны в книге «Улыбнись, пока не поздно». Вы можете почитать ее на этом сайте. Почему же получается, что люди, имеющие в голове мощнейший новый мозг, не могут осознать, что их борьба за свои идеализации отнимает массу времени, сил, здоровья, разрушает отношения? И все это с совершенно нулевыми результатами, ничего ведь не меняется в результате их многолетней борьбы. Оказывается, все проблемы создает наш рептильный мозг, который очень добросовестно выполняет свою задачу обеспечения вашей безопасности. Рептильный мозг имеет доступ к центру готовых решений, то есть к хранилищу наших убеждений, и он знает, каким из этих убеждений мы придаем очень большое значение. Одновременно через наши органы чувств он все время сканирует, что происходит в окружающем мире. Как только он обнаруживает, что кто-то нарушил очень важное для нас ожидание, рептильный мозг оценивает эту ситуацию как опасную, и он тут же принимает меры к нашей защите. А способов помочь нам у него совсем немного. Рептильный мозг может очень быстро повысить уровень вашего возбуждения, то есть перевести вас в возбужденное состояние, чтобы вы могли дать отпор тому, кто нарушает ваши ожидания, и силой заставить его вести себя так, как считаете очень важным и правильным вы. Либо, если ваш оппонент сильнее вас, рептильный мозг может снизить уровень вашего возбуждения, то есть он может создать в вас эмоцию страха, чтобы вы спрятались и не пострадали. Либо может создать в вас эмоцию обиды, чтобы вы продолжили борьбу за свое убеждение, но при этом не вступали в прямую схватку с более сильным нарушителем ваших ожиданий. Негативных эмоций может быть много, и рептильный мозг моментально выбирает, какую из них нужно применить в конкретной ситуации.
Эта тема подробно рассмотрена в разделе 11 этого сайта. Здесь лишь зафиксируем вывод, что при нарушении наших сверхважных ожиданий мы бессознательно даем негативную реакцию, которую на сознательном уровне мы очень не хотели бы испытывать. Можно ли начать жить так, чтобы мы не ощущали себя марионеткой, которая вновь и вновь дергается при нарушении неизвестно откуда взявшихся в нас сверхважных ожиданий? К сожалению, это непросто. Даже если вы вдруг заметили, что уже не первый десяток лет вы нервничаете, когда обнаруживаете, что окружающие люди вам врут, или не выполняют свои обещания, или думают только о себе, то вы ничего не можете с этим сделать. Вы не можете приказать своему рептильному мозгу прекратить давать свои острые защитные реакции на нарушение ваших идеализаций. Точнее, команду вы можете себе дать, но рептильный мозг ее не выполнит, поскольку это будет команда на понижение уровня вашей безопасности, а он этого не может допустить. Обеспечить вашу безопасность – это его основная задача, и он будет ее выполнять, какие бы глупые команды вы ему не давали. Что же получается? Что мы никак не можем избавиться от негативных переживаний? К счастью, это не так. Просто нужно понимать причины возникающих внутри вас эмоциональных состояний, и тогда получается, что можно найти способы жить без сильных переживаний. Как это можно сделать? Давайте разбираться с этим. Для начала повторим, что идеализация – это очень важная для вас идея или ожидание, при нарушении которой у вас возникает нестерпимое желание исправить ситуацию и сделать ее такой, как очень важно для вас. Важная особенность идеализации – мы не замечаем их. Это наши хорошие убеждения, и мы готовы бороться за них хоть всю жизнь. В этой борьбе мы готовы пожертвовать всем – любовью, отношениями, семьей, порой даже жизнью. Вы это все проходили. Чтобы освободиться от идеализации, нужно для начала выявить их у себя. Вы можете прожить десятки лет и даже не подозревать о наличии у себя идеализаций, которые будут ввергать вас в негативные переживания все эти годы. Как можно выявить свои идеализации, чтобы они больше не отравляли вам жизнь? Это можно сделать только путем наблюдения за собой и своими эмоциональными реакциями. Причем делать это нужно только письменно. Если вы думаете, что сможете выявить свои идеализации, просто наблюдая за своим поведением, то вы сильно ошибаетесь. В момент, когда вы вступаете в борьбу за очень важную для вас идею, у вас повышается энергетика тела, и ваш разум перестает контролировать ситуацию, он ее не отслеживает. Потом, когда ваша вспышка раздражения или обиды проходит, разум восстанавливает свою способность анализировать и делать выводы, но вы занимаете его другими текущими делами, и он не делает выводов. Событие произошло, и от него остались неприятные вам воспоминания, которые вы стараетесь побыстрее забыть. Но ваша негативная эмоция породила эмоциональный блок, который будет жить у вас всю вашу сознательную жизнь, чтобы защитить вас от очередных переживаний. Чтобы выявить свои идеализации, нужно 2-3 месяца записывать все свои переживания в табличку определенной формы. Эта табличка называется «Дневник самонаблюдений», и вы дальше будете работать с ним на рабочей странице этого раздела сайта. Это первый этап – выявление своих идеализаций. Затем нужно сделать так, чтобы они больше не отравляли вам жизнь. Чуть раньше вы узнали, что невозможно дать команду своему рептильному мозгу, чтобы он прекратил борьбу за ваши идеализации, он ее не выполнит. Но можно как-то довести до рептильного мозга информацию о том, что отныне эта сверхважная идея перестала быть для вас важной, и тогда он перестанет ее защищать. Это можно сделать с помощью нескольких приемов. Волевое подавление, наступи на свою идеализацию, ежик событий. Вы познакомитесь с ними на рабочей странице. К сожалению, с помощью этих приемов несложно удалить совсем свежую идеализацию, которая появилась у вас год-два назад. А вот застарелую идеализацию, которая живет в вас десяток другой лет, и все эти годы вы героически боролись за нее, так легко убрать не удастся. Тем не менее, с ней все же можно справиться. Как это сделать? Если помните, то все проблемы у нас возникают тогда, когда рептильный мозг обнаруживает, что реальность разошлась с нашими ожиданиями. Можем ли мы изменить реальность? Чаще всего нет. Даже лишние килограммы мы от себя отогнать не можем.
А уж изменить мужа или жену, родителей, начальника, ваших знакомых тем более. Никто не собирается меняться только из-за того, что вам в них что-то не нравится. Итак, реальность мы изменить не можем. Поведение рептильного мозга мы тоже изменить не можем. Остаются наши сверхважные ожидания или идеализации. Что нужно с ними сделать, чтобы рептильный мозг перестал давать свою взрывную реакцию при их нарушении? Нужно понизить их важность для себя, сделать их менее значимыми, позволить жизни протекать так, как она происходит, а не так, как нам грезится в наших сверхважных ожиданиях. Выражаясь по-иному, нужно перестать осуждать окружающий мир, ну и себя как часть этого мира. Что это значит? Если у вас есть идеализация отношений, то нужно убедить себя в том, что впредь люди имеют право врать, хамить, думать только о себе, быть неблагодарными и так далее. Все равно они такими были и есть, невзирая на ваши многолетние усилия по их переделке. При этом вам совершенно не нужно самим становиться как те, кого вы раньше осуждали. Вы просто начинаете их воспринимать как объективную реальность, существующую независимо от ваших желаний или ожиданий. Если у вас идеализация независимости, то вы должны убедить себя в том, что вас никто не преследует и не угрожает вашей независимости. Это люди проявляют заботу о вас, просто форму выражения этой заботы они выбирают очень странную. Поэтому впредь вы позволяете им заботиться о вас в той форме, которую они выберут сами. И тогда окажется, что никто и никогда не посягал на вашу независимость. Это просто вы неправильно толковали поступки других людей. Если у вас есть идеализация своего несовершенства, и вы считаете себя дефектным в чем-то человеком, то вам нужно признать, что это была очень критическая оценка себя. А на самом деле вы замечательный человек, который отныне любит и заботится не только о других людях, но и о себе тоже. То есть впредь вы выбираете любить себя и одобрять себя. Если у вас есть идеализация своих способностей, и вы считаете себя бриллиантом, погрязшим в человеческом дерьме, то вам нужно изменить это свое убеждение на другое. Например, допустить, что все окружающие вас люди тоже являются бриллиантами, просто они талантливы в какой-то другой сфере жизни, в которой вы, скорее всего, ничего не понимаете. И так далее. То есть нужно поменять свое отношение к тем ценностям, которые были для вас очень важными. Это несложно сделать с помощью техники «эффективное самопрограммирование». Подробнее об этой технике вы можете узнать на странице «Инструменты. Меняем себя» этого сайта. И тогда ваша борьба исчезнет сама собой. Вместе с ней уйдут ваши негативные эмоции и вытекающие из них стрессы. Ваша жизнь наполнится спокойствием и осознанностью. А если все же будут возникать краткие переживания, то вы легко устраните их последствия с помощью простой формулы прощения. Описание этого приема вы найдете на рабочей странице. Здесь лишь заметим, что когда вы заменяете у себя ваши сверхважные убеждения на другие, то вы не становитесь своей противоположностью. Если вы всю жизнь не любили лгунов или необязательных людей, то вам не нужно начинать врать или становиться необязательным человеком. Вы остаетесь при своих убеждениях. Вы всего лишь перестаете требовать, чтобы окружающие люди изменялись по вашему желанию. Вы много раз пробовали их изменить, ничего не получилось. Поэтому отныне вы прекращаете свою благотворительную деятельность по насильственному преобразованию окружающего мира. И тогда вы обнаружите, что этот мир не так уж и плох. Точнее, он замечателен. Просто раньше вы были очень увлечены своей борьбой и не видели, как много хорошего происходит вокруг вас. Так что не затягивайте свое возвращение в наш прекрасный мир. Все инструменты для отказа от идеализации вы найдете на рабочей странице этого раздела сайта.